Всем привет! Сегодня снимаем новый видос. Это Юля, пациентка ко мне. Приходит, уже у нас где-то 5-й сеанс. Мы занимаемся исправлением осанки. И сейчас расскажет, с чем она пришла. Какой у тебя запрос был? Я пришла для исправления осанки. У меня, мне кажется, сколиоз в поясничном отделе, и я хотела визуально исправить ее, то есть плечи расправить, и чтобы не было этого искривления. Хорошо. Как тебе по результату, как говорится, после процедур ощущения? После процедур такая легкость, как минимум точно в шейном отделе, в спине. Жар идет, очень приятное ощущение. То есть я расправляешься, чувствую, да? что расправляется. Хорошо, сейчас мы посмотрим, как у Юли позвоночник, и диагностику проведем, массаж, и дальше уже процедуру мануальной терапии. Сейчас смотрим позвоночник у Юли. Вот можно увидеть, что уходит в левую сторону, левосторонний гипертонус в грудопоясничном отделе. И здесь немножко как завален позвонок вовнутрь. Вот наклонись немножко вперед, руки тоже. Вот, все понесло. Вот можно увидеть, что здесь как ямка. Еще вот, нет, ты наклоняешься вот полностью, да, вот так. Вот, идет позвоночник, и здесь как провал такой. Вот. От чего это происходит? Гиперактивный рост, когда в подростковом возрасте не успевает сформироваться позвоночник, и такие проблемы появляются в нижнем грудном обычно, вообще в грудном отделе, и уходит после этого, позвонки уходят в левую сторону, выкручивает, а потом в правую. Можно еще увидеть по плечам, что правое плечо гораздо выше левого. Вот. Это сначала влево уходит искривление, потом уходит гипертонус в плечевом поясе вправо. Наклони голову вперед. Ну и, собственно, имеется еще 7-й шейный, активно выпирающий. Вот с этим мы работаем. С этим надо работать курсом. Еще по пояснице правая сторона несколько развернута, ротация таза несколько вправо. И можно точка правая несколько выше, чем левая. Соответственно, здесь сжато, здесь растянуто. Также по спонсорской подписке больше видео, более полной версии. Также подписывайтесь, ставьте лайки. Проделали массаж. Еще раз, здесь у нас грудопоясничный отдел, гипертонус. И с правой стороны плечевой пояс, гипертонус. Сейчас будем с поясничкой работать, ну и дальше будем выше подниматься. Вот эти позвонки, задача проваленные несколько подвытащить и подвытянуть. И мы будем еще с ними работать стоя. Я покажу, как это делается. Начинаем. Здесь даже можно крестцовые подвытаскивать таким образом, вплоть до копчика. Так, сейчас по диагонали растяжечка, расслабься. Хорошо. Вдох, выдох, расслабься. Все отлично. Также за подвздошную кость берем и тянется грудопоясничный отдел. И с другой стороны. Вот так. Хорошо. Здесь можно проделать на поясницу такое упражнение. Не всегда это можно проделать, если есть гиперлордоз поясничный или какие-то
скажем, патологии, то данные манипуляции лучше не делать. Но сейчас нет противопоказаний, поэтому можно расслабиться хорошо. Хорошо. Ну, штуки 3 у нас как раз вот эти, которые нужно было немножко подзатопить туда, а эти подвытянуть. Другая ножка также наискосок немножко и втягиваем крестец к кушетке. Здесь хорошая растяжка, в принципе блоков не было. Отправляем с нижнего грудного, вдох делаем глубокий, выдох и расслабляемся. Чуть-чуть закручивать можно, ротацию делать рукой. Если сюда выпирает в левую сторону, то соответственно в левую сторону можно немножко подкрутить. Продолжаем чуть выше. Угу. Лопатки. Вот, хорошо. Прекрасно. Сейчас важный аспект. Отправляем плечо-ключицу. Как раз у нас вот это плечо нужно немножко освободить. Функционального блока расслабляем. Вот. Угу. О, шикарно. Под плечо берем в ладони, расслабились. Вот, хорошо. Здесь как раз второй грудной у нас сейчас стал. Локоть ставится между лопаткой и позвоночником. Сейчас укладываем голову, расслабим. Вот так. Хорошо. Покачали. И с другой стороны также. Как ощущения, Юля? Расскажи людям. Нормально все, хорошо. Угу. Немножко страшновато? Да нет, нормально. Нормально, хорошо. Приятно даже. Сейчас грудопоясничный перепон как раз и поясничку вправляем. Хорошо, на ту сторону. Нижний надгробник. Хорошо. Чуть-чуть туда. Нет, не так. Да. Хорошо. Вот, теперь все. Сейчас ручки за голову, замочек. Да. Так. Немножечко на себя или вверх. Отлично. Ручки за голову, замочек. Сейчас как раз вправляем этот сегмент, нижний грудной отдел. Группируешься. Угу. Вот. Как раз здесь упор, и мы вытягиваем. Сначала скручивание делается позвоночник, потом упором и вытягивается. Вот даже чисто визуально здесь становится несколько меньше эта впадинка такая. Вот, и остается снять спазм, и немножко уже коррекция будет, несколько правильнее позвоночник будет выглядеть. Ну, здесь порядок, поэтому здесь тоже теперь. Здесь шейный лордоз сглажен, поэтому нам нужно, чтобы голова немножко свисала. Мы будем шею, ротацию делать уже из этого положения. Все хорошо. Положить голову на ручки. Вот. Угу. Еще чуть-чуть. Так, здесь пока ничего. Это пока. Вот, сразу уходит. Так, так. Угу. Угу.
Да, с правой стороны нужно будет сейчас еще декомпрессию сделать и подвытянуть. Да. Через закрытую расслабилась. Вот, молодец. Как ваши ощущения, Отлично. Юля? Прекрасно, мне нравится. Прям Вытяну- тепло пошло, да, вытянулся? вытянулась шея. Шея еще больше вытянулась. Еще Хорошо. длиннее. Расслабь вот так. Мгм. Вот нормальное положение, когда у тебя лордоз, чтобы подбородок 90 градусов смотрел. Сейчас немножко верхний и средний грудной отдел позвоночника. Протяжечку сделаем. Вот здесь полезно это. Делай глубокий вдох и задержи дыхание. Мгм. Хорошо. Какие ощущения после удара? Фатально. Покажете? Да. В голову хорошо. пошло такой Да. приход? Приход хорошо. Приход пошел, да? Ну, крови головной мозг Да. идет приход, когда чуть забивает седьмой шейный, освобождаются артерии, идет головной мозг, приток крови. Как самочувствие? Ну, легко, свободно, прям по-другому. Хорошо. Да, хорошо. Немножко даже покраснела личико. Мгм. Хорошо. Все, всем спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч в эфире.